Важный рынок – это то, что кураторы моды любят больше всего, поэтому мы немножко задержались. Я представлю вам Эми Haye, это куратор моды, которая проработала в музее Виктории Нарт в Лондоне с 91 по 99 год и сделала множество выставок. Написала несколько книг, в том числе 2 монографии о Шанель. И сейчас она является сооснователем кафедры истории моды и кураторства моды London College of Fashion, Лондонском колледже моды. Меня зовут Юля, я не скажу, что профессор-переводчик, журналист и тоже куратор моды, поэтому постараюсь как можно лучше переводить то, что говорили сегодня. А в конце у нас будет время, минут 20-30 на вопросы, поэтому, что вы хотите спросить, пожалуйста, запоминайте. Мы начнем. Hello, I'm a curator in London, and curators work in different ways, and the way I work is that I tell stories with objects. So I start with clothes, and then I tell stories about the clothes. Эми говорит, что кураторы моды работают разными методами. Ее способ работы, кажется, естественным. Она начинает именно с объекта, именно с вещи, предмета, ткани. Таким образом, выставки начинаются с этого. I'm interested in contemporary designer fashion, but my main interest now is in historical dress. Эми говорит, что она интересуется современной модой и дизайном, но and particularly from the period 1809 to about 1910. Период, который больше всего ее интересует, это конец 19-го, начало 20 века. And I'm really interested in clothes that have been worn and are the sort of clothes that often get overlooked in the museum. Особенно интересны те вещи, которые уже носили, и на них есть какие-то знаки того, что они прожили какую-то жизнь. And I'm also very interested in the history of fashion exhibitions. Также меня интересует история фэшн-кураторства и выставок о моде. And compared to other media in the museum, fashion is quite new in Europe, and I know it's just starting to really happen in the museum here. По сравнению с другими предметами и темами, мода – это та дисциплина, которая недостаточно представлена в музее, как только в Европе это начало происходить недавно. I work at London College of Fashion, and we run an MA course, and we teach students to work specifically with fashion in museums. Эми повторила, что она преподает в Лондонском колледже моды, и это именно магистерский курс, который учит студентов работать с модой, с дисциплиной моды в музейном контексте. And one of the objectives of our centre is we explore new ways of exhibiting fashion in museums. И один из основных направлений их работы, они изучают разные способы, каким можно показать моду в музее. So here we have the exhibition called The Vulgar, Judith Clark curated. Can't really see the text, but the picture is the Vulgar. Эта выставка была посвящена вульгарности в моде. That was curated by Judith Clark. Которую курировала Джудит Кларк. Джудит Кларк – это коллега Эми в Лондонском колледже моды. And at the bottom is an exhibition of Comme des Garçons, Bathed in Red Light by Geoffrey Horsley. Внизу это кадр вот этот красный с выставки о Comme des Garçons, куратор Джеффри Хорсли. И там вы видите, что, наверное, видно всем красный свет, красный ламп. On the bottom here we have our students learning how to dress mannequins. На этой фотографии справа внизу студенты курса магистратуры Fashion Curation учатся, как одевать манекен правильно. And at the top is an artist called Gluck I'm working on in the context of LGBTQ lives. И портрет сверху это британская художница Глак. Вот Эми написала книгу о ней, и 18 числа в Брайтоне открывается выставка, посвященная женщине, которая стала первой одеваться в мужском стиле, и таким образом произвела такую небольшую модную революцию и ЛГБТ-революцию в начале 20 века. This is
book that I've written which looks at the history of exhibitions. Это другая книга, которую написала Эми, которая рассматривает именно феномен выставок о моде и историю этого движения. And historically, at the Victoria and Albert Museum where I used to work, исторически в музее Виктория и Альберта в Лондоне, где Эми была, fashion was only collected if the textile was interesting. Специфика музея была такова, что музей коллекционировал предметы моды и одежды только из-за текстиля, то есть из-за того, как выглядит сама. So it wasn't collected for its cut and its styling and relationship to the body. It wasn't collected in relation to its cut and styling. То есть скорее обращали внимание на текстиль, а на крой или стиль вещи. The first exhibition that showed contemporary fashion at the Victoria and Albert Museum, which is one of the leading museums of fashion, was in 1946. В 1946 году этот кадр с выставки, которая впервые показала современную моду, на тот момент современную, в таком масштабе, и Victoria and Albert музей стал с тех пор одним из лидирующих в мире именно по выставкам моды. And it was called Britain Can Make It. Выставка называлась, если я перевожу как бы Britain Can Make It, что Британия может произвести. So you've elaborated. Yeah. Usually the catalogues of exhibitions survive, but historically the archives didn't. This exhibition is very rare because there's an archive of all the photographs. Это очень редкий кадр, потому что очень мало архивов сохранилось от этой выставки 1946 года. And this is over 70 years old, but it still looks incredibly modern. Эми выбрала эту фотографию, потому что вот этим декорациям, декомпозиции более 70 лет, но она считает, что это выглядит очень современно даже сейчас. Whereas most exhibitions are multimedia, historically they didn't include fashion, but this exhibition was exceptional. Большинство выставок, которые мы говорим о выставке Britain Can Make It, это продукты, вещи, произведенные именно в Британии. Большинство выставок подобного рода не включали до этого одежду, предметы одежды. Это впервые одежда была показана в музее. And it didn't only show elite fashion, it showed high street fashion too. И более того, это не была какая-то элитарная мода дизайнерская или предметы из ателье, это была мода массового потребления. And here you can see they've used sort of like cinematic techniques. И здесь видите, что они используют такие кинематографические приемы именно светом. And by researching the history of exhibitions, you can also see where contemporary fashion exhibitions have got their inspiration. И таким образом, когда мы смотрим на выставки какие-то архивные, старинные, мы набираем словарь и понимаем, откуда современные дизайнеры, декораторы выставок берут свои идеи. Например, So Stephen Jones is one of London's top milliners, and he did an exhibition of hats that's toured around the world, and his display was inspired by this. Вот, например, эта картинка с выставки 1946 года, но если вы знаете такой шляпник Стивен Джонс, который коллаборировал с Александром Маккуином и практически со всеми дизайнерами Лондона и Парижа, его недавняя выставка, она была практически в таком же формате, вдохновленная вот этой декорацией, которую вы видите. And then different countries have responded to their circumstances differently in the way that they've exhibited fashion. И разные страны по-разному, разные течения школы появились в том, как показывают моду в музее. So in Paris, after the Second World War, the French couture houses had no money. После Второй мировой войны в Париже французские модные дома были довольно бедны. And so they commissioned top artists to work with fashion designers, and they made tiny doll-shaped. Поэтому они приглашали художников высокого уровня и одежду выставляли, но только она была мини-размером для кукольного размера. In these incredible sort of creative scenes. То есть вот это, что видите, это кукольный размер. And then other solutions where you've got absolutely no money is that you can exhibit fashion by recreating it in paper. And this is a book from 1950.
А когда совсем было плохо с деньгами, модные вещи повторяли в бумаге, вот эти бумажные скульптуры из книги 50-го года. There was no fashion exhibited in Europe or America, contemporary fashion, in the sort of 50s, 60s. And in 1971, the V&A had an exhibition that revolutionized the curating of fashion. В 50-60-е годы в Европе и Америке не было выставок много, их было немного, но в 1971 году в Британии открылась выставка, которая революционизировала эту область, и вообще как бы институт кураторства моды вырос именно из этой выставки. And so in the way that like, Britain Can Make It was a trade exhibition, the museum allowed that. And the museum allowed this exhibition because it was curated by Cecil Beaton, who was like world famous as a photographer and illustrator. Куратором этой выставки выступил Сесиль Битон, всемирно известный фотограф и иллюстратор, и им говорят о том, что, наверное, поэтому и разрешили такую выставку немного нестандартную провести в музее. It was made in an incredible two-tiered structure, and these are very rare. They're very old, the photographs of the installation. Это очень редкие фотографии инсталляции, которая была сделана такими ступенчатой структурой, на которой стояли манекены. And exhibitions are arranged in different ways, and this exhibition was arranged thematically. Эми говорит, что они строятся по-разному, структурируются, и здесь выставка структурировалась по темам. But they were all different themes, so it was by designer, by period, and by theme, and by sort of like surrealism. So it was all different themes. Maybe don't say that. This was the fashion and surrealism section. Этот раздел назывался «Мода и сюрреализм». And they employed artists to recreate backgrounds like surreal paintings. И художники делали вот эти фоны, разрисовывали фоны, которые повторяли знаменитые полотна сюрреализма. And surrealism is about displacement, and about dreams, and so they've sort of cut the body and then replaced the head with things like roses. Тема сюрреализма — это какой-то нарушение пропорций, какой-то снах, мечтах. И в этой выставке, то есть как это показать на манекенах, они прибегли к тому, что вместо голов манекенов это были большие цветы или букеты. Ну, таким образом продолжая тему. And when you look at it, it's 45 years old. Again, it looks incredibly modern. И то же самое в этим фотографиям 5 лет, но выглядит очень современно, как то, что мы можем видеть на витринах сейчас и в музее сейчас. These look very futuristic. Это, наоборот, выглядит очень футуристично. But they're dresses by Balmain, French career. Это платье работы Balmain. And Cecil Beaton, because he was Cecil Beaton, could do what he liked. Сесил Битон, вот куратор этой выставки, знаменитый фотограф, будучи таким известным, он имел карт-бланш делать все, что ему вздумается. So when they unpack the mannequins, the mannequins' faces are protected by these masks, and he thought it would be very funny to put them on the mannequins. И поэтому вот эти фотосичные маски появились в контексте музея, что в то время было довольно революционно. And that's why it's really important that you do like oral testimony, you talk to people, because it would be so easy to misinterpret. So it was because I spoke to old curators I knew this. То есть это, получается, Эми делает ресерч, и поговорив с кураторами, она как бы историю этой выставки, почему было принято то или иное решение, почему вдруг было принято решение сделать эти маски. This was the space age section. Эта секция была посвящена космической моде, Space Age 60-х годов. What was extraordinary about this exhibition was like having 20 exhibitions in one, because each section is so different stylistically. И вот мы смотрим уже которую секцию этой выставки, она была уникальна тем, что это как будто ты смотришь 10 выставок разом, потому что каждая секция раскрывала какую-то новую тему. Historically, the V&A had always shown just... what was extraordinary about this exhibition was
that they included boutique fashion, so like high street young boutique that teenagers wore. И на этой выставке было уникально то, что они также включили моду, так называемую бутик-моду. Это мода, которая массовая, которую могли позволить себе тинейджеры, это как бы мода улиц. One of the main issues when you're curating is what sort of mannequins you use. Выбор манекена – это одно из важных решений вообще в работе куратора. So for this exhibition it was perfect because this is a dress worn by Twiggy and it's a rooted model based on Twiggy. Это здесь вообще прекрасный пример, как манекен и платье сочетаются. Манекен основан на Твиге, британской модели, на ее пропорциях, и платье носила сама Твиги. And this is Mr. Freedom, and I just put this magazine in to show that fashion is about youth and movement in 1971, and mannequins echo the design of what's happening in fashion. Ну вот разворот справа журнала 1901 года моды того времени, она посвящена моде, движению, какой-то чистоте, и вот это настроение, оно продолжается в дизайне манекенов, то есть манекены тоже немного нестандартные. By the 1980s, fashion had started to become more important in the context of the museum. К 80-м годам мода стала все больше проявляться именно в музейном контексте. But it was at the bottom of the hierarchy. Но где-то там внизу это была не очень важная дисциплина. When museums did exhibit fashion, they tended to exhibit it in room settings. И в музее было принято, когда выставляется мода, одежда, в контексте как бы комнаты, в декорации комнаты, интерьера. And so in the 1980s, the V&A made a new dress gallery without any backgrounds, and the point was to show that fashion could be looked at on its own merit. Which year, sorry? In the early 1980s. И в начале 80-х годов музей Виктории Альберта впервые стал показывать моду на простом белом фоне. Таким образом, подчеркивая, что мода может быть искусством сама по себе, и ей не нужна какая-то сценка и интерьер, чтобы куда-то вписываться. And this is an amazing designer called Paul Poiret. Это платье работы дизайнера Поля Пуаре. This is the dress gallery at the Victoria and Albert Museum. Это как сегодня выглядит коллекция моды музея Виктории и Альберта, Dress Gallery она называется. And different museums have different remits, and so the Victoria and Albert Museum is a decorative arts museum, and the focus is upon design leads. В разных музеях существуют как бы отделы моды, и у них разные направленности. Допустим, музей Виктории и Альберта – это музей декоративно-прикладного искусства, соответственно, моду, которую они показывают, она более design leads. What do you mean? The most progressive design. То есть прогрессивный дизайн для своего времени. So I got the job as curator of 20th century dress in 1991. Эми была куратором современной моды музея Виктории и Альберта с 91 по 99 год. And I argued that if the focus was upon progressive design, at this time it was subcultures that were inspiring fashion. И ее новшеством было то, что она заявила, что если субкультуры и мода субкультур и молодых людей, которые увлекаются разной музыкой и субкультурами, это все-таки самое прогрессивное, значит, это должно быть показано и в музее тоже. Because whereas historically fashion had been sort of elite fashion and it had filtered down to the high street, by the early 1990s, designers were looking to the high street, so it was going back up. Если до... the 1990s. Если до 90-х годов мода, она как бы была навязана сверху, от элитарной к массовой, то в 90-е произошел переворот, что дизайнеры стали смотреть, а что же носят люди на улицах, в клубах, и это перевернуло баланс. So we spent 3 years collecting clothes worn by subcultures over a period of 50 years. И 3 года Эми и ее команда потратили на то, чтобы собрать одежду разных субкультур for the last 50 за последние 50 лет. То есть они собирали 3 года собирали этот архив. And whereas historically the museum's dress collection had been dominated by women's wear, subcultures have historically been dominated by men.
И если исторически мод в музеях это все-таки доминировала женская мода, то в субкультурах больше внимания почему-то уделяется мужской моде, и в их архиве, соответственно, было больше мужских предметов. So this was the biker section. Это секция про баров. And the contrast compared to the Viennese fashion gallery is quite great. Ну и видите, какой контраст с классической галереей моды в Вене. And we bought every mannequin was the clothes worn by one person from head to toe that we bought. И на каждом манекене видите одежду, которую носил один человек. То есть манекен одет с ног до головы, как был одет тот человек, у которого этот наряд купили. Because it wouldn't have been authentic for us to try and make it up. Потому что это было бы как-то не по-настоящему, если бы они сами это стилизовали. То есть они полностью сохранили от разных субкультур. So these are New Age travelers. Это такие ребята, которые называются New Age. Я не знаю, нет точного перевода на русский, но это немножко хиппи, немножко люди, которые живут в коммунах, и конкретно вот они были озабочены проблемами экологии. So they were protesting about forests being damaged and roadways put in. Они были такие эко-протестеры, как это сказать? Они протестовали против вырубки лесов, например, и жили в коммунах, удаленных от города. So this is a traveller, her partner and their child, and it's the complete clothes they're wearing right down to licorice that they clean their teeth with and the spoon that they've carved to eat their food. То есть здесь полностью воссозданы наряды и семьи из такой коммуны, мужчина, женщина и ребенок, но также есть предметы вплоть до ложки и ножа, которые они использовали в быту. And we got them to talk about why they wore the clothes they did, and we showed photographs of them. So it was the way they dressed in their words and their images. И также на фоне вы видите фотографии этих людей, и их слова записывали, где они рассказывали о том, почему они носят одежду, что она значит для них. То есть это был создание полного образа. And usually at the museum, the V&A, because it's the Decorative Arts Museum, they always want the clothes looking perfect. Обычно в музее Виктории и Альберта, как и в любом другом музее декоративно-прикладного искусства, кураторы хотят, чтобы вещи выглядели идеально, то есть отреставрированы чисто, но... But in this case it would have been crazy to take the dirt off the traveller's boots. Но в этом случае они оставили все как есть, потому что было бы странным чистить вот эту грязь с ботинок, которая как бы отражает образ жизни этих людей, поэтому грязь осталась. So it made the museum question the whole ethos about dirt, because if you take the dirt, if you leave the boot on the site, the dirt on the traveller's boots, why do you take it out of the 18th century dress? И это поднимает вопрос, принципиальный вопрос, если мы оставляем грязь на каких-то ботинках субкультурных, почему мы все-таки чистим платья 18 века? В чем разница? Почему мы относимся по-разному к разным вещам? Whereas Cecil Beaton could put contemporary fashion on contemporary mannequins, clearly I couldn't do that in this exhibition. No, if you say that, then I'll say why. Cecil Beaton put modern fashion on modern shop mannequins. Выставки, о которых мы говорили ранее, 1946 года, Сесиль Биттон, Shop mannequins. Он показывал современные платья на современных манекенах из магазинов. But you can't have a skinhead on a mannequin that looks like Kate Moss. Но в случае вот этой выставки про субкультуры, мне говорят, не могла же я повесить одежду скинхеда или панка на манекен, который сделан по фигуре Кейт Мосс. Это было бы неправильно. So we had mannequins that you could adjust the height, because the skinhead is fanatic that his jean ends at the exact right point above his Doc Marten boot. So the mannequin was... They're height adjustable. То есть, например, для субкультуры скинхедов у них есть фишка насчет того, что джинсы должны заканчиваться между джинсами и ботинком Doc Martens должно быть определенное расстояние. Поэтому они специально закупили манекены, у которых регулируется
высока. And I didn't want to promote certain ideals of race or beauty, gender or sexuality. И в этой выставке она не хотела проводить никакую дискриминацию и не разделять ни по какому признаку, ни по возрасту, ни по половому, ни по сексуальной ориентации. So I had these heads made that give you the proportion of a head, but they show no face. И поэтому вот на этой картинке манекен, у которого как бы пропорция головы, но головы сама нет, поэтому это может быть кто угодно. When I worked at the Victoria and Albert Museum, the museum was mainly for adults. Во время ее работы в музее Виктории и Альберта музей все-таки был местом для взрослых. But because we all wear clothes, we all have an opinion. And so it was the one area in the whole museum that really appealed to children. Hats. The dress gallery, fashion, because they wear clothes. И именно вот эта галерея моды, это музей Виктории и Альберта, там разное декоративно-прикладное искусство выставлено. И Эми говорит, что именно галерея моды интересовала детей, потому что это им было понятно, чем другие дисциплины. And so a lot of my work has been about widening the audience for dress in museum collections, whether it's subcultures or children. И таким образом, вот этот пример, допустим, ранее ее выставка, она задалась такой целью, чтобы расширить аудиторию людей, которые приходят смотреть на моду в музее. Если до этого была выставка про культуру, да, это что-то новое, то здесь она новую аудиторию вовлекает, это дети. So these are all real hats in the museum collection. И на этих иллюстрациях это шляпы, старинные шляпы из коллекции музея Виктории и Альберта. And then I'm just going to show a range of different exhibitions to show people how, over the last 10-15 years, the field has really developed from being a very, very small field where the only job was in museums to much, much bigger. И сейчас мы посмотрим примеры разных выставок со всего мира за последние 10-15 лет. И как это из какого-то нишевой дисциплины в музее, которым отводилась парочка галерей, становится таким блокбастерным уже выставочным методом и путешествует выставки по всему миру. So in 2014 at the V&A they did an exhibition called Radical Fashion. Which year? 2014. It was earlier than, wasn't it? You're absolutely right, 2001. I have a poster on my мы немножко напутали задом. Да, в 2001 году у меня постер просто висит этой выставки, и теперь я очень рада, что познакомилась с Эми. В 2001 году была выставка, которая называлась Radical Fashion, радикальная мода. And one of the big criticisms of fashion in the museum is that because of fashion's link with commerce and industry, it gets a lot of criticism when it's exhibited in the museum. Такое есть небольшой конфликт интересов, когда мода показывается в музее. Это потому что мода все-таки коммерческое искусство, искусство, не искусство, это такой вопрос, но что есть коммерческая составляющая, и странно показывать ее в музее. But this exhibition really challenged that by inviting designers to come in and install their own installations, and it was just at the time when film and more creative forms of expression, not just catwalks, were being shown. И конкретно эта выставка 2001 года, она немножко поменяла вот это отношение, потому что кураторы пригласили дизайнеров выступить как бы художниками. Мы сделали в рамках фестиваля, они пригласили их не только предоставить одежду, но и сделать свои инсталляции. This is the McQueen installation of Miyake on the left. Yeah. So that's McQueen and that's Miyake. Справа это инсталляция работы Александра Маккуина, and the left one is Мияке. And then when Giorgio Armani did his exhibition at Bilbao, at the Guggenheim, it then went to London to the Royal Academy, and it caused an absolute riot.
Это выставка ретроспектива работ Джорджо Армани, которая в Бильбао впервые была поставлена, а потом приехала с гастролями в Лондон, в Royal Academy, Королевскую академию искусств, и были просто огромные очереди и ажиотаж вокруг этой выставки. Because the implication was that he'd spent a huge amount of money to buy a cultural cachet that you couldn't otherwise buy. Скандал заключался в том, что Джорджо Армани, живущий дизайнер и большой конгломерат моды, его обвиняли в том, что таким образом он повышает свой статус, выставляясь в музее, чтобы зарабатывать. When I got my job at the V&A in 1991, I could never imagine a day where leading art galleries would have been exhibiting fashion. Но это показывает то, как изменились времена. В 1991 году в музее Виктории Альберта, когда работала Эми, она даже не могла представить, что вот эта галерея искусств может показывать вещи коммерческого существующего дизайнера. And then my colleague Judith Clark started exhibiting and completely changed the landscape of fashion exhibitions. Judith Clark — это со-куратор курса магистратуры в Лондонском колледже моды и коллега Эми. Она считается таким революционером вообще в дисциплине куратор моды. And she came from an architectural background, and to her the background and the space was as important as the objects. Джудит, она училась на архитектора, и поэтому ее кураторская фишка в том, что она больше внимания обращает на пространство выставки, как это выставляется. And this was an exhibition which looked at revivals in historical fashion. Эта выставка, ее тема была о том, как revival, как мода повторяется, цикличность моды. And she designed these amazing installations like wooden cogs that moved around. И Джудит придумала вот такие, как их назвать, деревянные... Inside a watch. Как в часовом механизме, то есть они крутятся, и манекены, стоя в одной точке, ты видишь, как манекены приезжают. So sometimes you saw different relationships with different dresses, because when a dress is put next to one dress, it tells a very different story from when it's put next to another one. И, как в музее обычно статично, мы видим там два манекена с платьями, и мы как-то сравниваем, то есть какая-то общая тема. А вот эта крутящаяся конструкция, она дала возможность сопоставлять больше вещей между собой, и таким образом больше каких-то связей находить между выбранными предметами. And all the time when we're working, we're trying to exhibit areas of fashion which perhaps haven't been explored, but we're also always trying to exhibit it in new ways. When you're a curator making a fashion exhibition, you have to do two things. Куратор моды должен выполнять две функции, не забывать о них. One is find a subject. Найти тему. And then the way you engage with it. И найти, как ее показать или как ее представить. And I'm interested not only in fashion, but in everyday dress and in uniform. И помимо моды, как высокой моды, дизайнерской моды, предмет интереса Эми, академических исследований, это мода ежедневная, особенно униформа. And this was an exhibition I did about the Women's Land Army. И это выставка про Land Army. Land Army — это такое движение that was post-war. No, it was during the war when the men went to work. Во время войны. В общем, это движение родилось во время войны, когда было плохо с продовольствием, и много женщин в Великобритании, которые никогда не занимались фермерским трудом, land girls, land — это земля, то есть это девушки земли, они стали заниматься выращиванием сельхозпродукции. And I told many stories in this exhibition, but one of the stories I wanted to convey was I wanted to tell many stories, but one of the stories I wanted to talk about was exhibiting clothes that were produced in tens of thousands. И одна из центральных тем этой выставки заключалась в том, что, видите, тут показано сразу много экземпляров одной и той же вещи, и таким образом Эми показывает, что вещи, которые
производится десятками тысяч, тоже могут быть предметом, который выставляется в музее. Because to exhibit an haute couture garment on a pedestal as a precious object is fine, and museums tend to emphasize singularity. Потому что обычно мы видим какие-то культурные, очень красивые платья на манекене, на пьедестале с подсветкой, и мы привыкли это видеть, но это что-то другое. But is it misleading to exhibit garments that were produced in hundreds of thousands in a similar way? Но если вещь производится тиражом 100 тысяч, 10 тысяч, наверное, неправильно ее вешать на один манекен, на пьедестал с подсветкой, поэтому Эми показывает это по-другому. And so this was just one of many stories in the exhibition, but I looked at all the different sizes of breeches that were made. И вот в этой выставке Line Girls про этих женщин на этой стене здесь представлены разные размеры вот этих бриджей, которые они носили. Все размеры. I made the point that the smallest garments always survive because they can't be reused by the people. И реставраторы в музее знают, что самые маленькие размеры одежды лучше всего сохраняются, потому что из одежды больших размеров ее чаще всего перешивают, и она не доживает до наших дней, а маленькие размеры из них особо не перешьешь. Because when we go to museums, we see what survives, but I'm also really interested to consider what doesn't survive and why. То есть академический интерес Эми состоит в том, чтобы отслеживать моду, которая сохраняется в хорошем состоянии, но также ее очень интересуют вещи, которые побиты жизнью сильно. So I just cut out silhouettes in the average size to make the point that often it's the average size garment that doesn't survive, so that's just cut out in card. И вот вы видите там такой пробел, то есть бриджи размера обычного стандартного, они до наших дней не дожили, потому что, видимо, были заношены дыры. Running through the chronology, the exhibition on the Land Army was in 2005. In 2006, Andrew Bolton exhibited Dangerous Liaison at the Met. В 2006 году куратор всемирно известный Эндрю Болтон показал выставку «Опасные связи» в Met в Нью-Йорке. And just say that Andrew Bolton was the person who curated Savage Beauty, the McQueen exhibition. И это тот самый Эндрю Болтон, куратор, который занимался выставкой, которая объехала весь мир и побила все рекорды. Выставка Александра Маккуина, посмертная, которая называлась Savage Beauty. So in some ways, exhibiting fashion has become full circle because it used to be exhibited in room settings. Then the V&A exhibited it as an object on its own. And here it's exhibited in a room setting, but he's created a sort of theatre. И таким образом произошел как бы полный круг этого цикла. Если помните, мы говорили о том, что изначально Виктория Альберта музей показывал моды именно в интерьерах, как часть какой-то картинки, как образа жизни. Потом мода стала как предметом искусства, которое на фоне белой стены. И здесь, в 2006 году, то есть Эндрю Болтон, куратор, возвращается к тому, что мода показана в интерьерах, но тут он еще такую сценку драматическую разыгрывает, там что-то разбилось, и здесь еще не видно, но там один манекен лежит на полу. Какая-то история здесь происходит. And then in 2008, the Marcel Margiela was shown at the Moda Museum. Это 2008 год, мод-музей в Бельгии. И эта выставка посвящена дому Маржела. And a lot of exhibitions that focus on one designer are very much about the celebrity of the designer. Большинство выставок, которые посвящены работе одного дизайнера, ретроспектив, как Джорджо Армани, Маккуин, они посвящены как бы звездности самого дизайнера, человека за брендом. But this exhibition was much more complicated because Margiela keeps his identity secret. Но с этой выставки все было сложнее, потому что Маржела дизайнер неизвестный тем. Он вообще неизвестный, потому что он скрывается, и особо никто не знает, кто он, как он выглядит, и его не разрешено фотографировать. Поэтому личность дизайнера здесь ее нет на этой выставке. And they used all sorts of strategies. They used garments where they've had different sorts of detailing on them, so they've just shown where they've altered, like the top part of the jacket. If the bottom of their jacket is similar, they've just shown the top because the top is cut in different ways. And this was
there were film footage behind it. Ну вот, допустим, здесь показаны разные пиджаки, но показан только верх пиджака, потому что нижняя часть у них у всех одинаковая. Таким образом, это такой кураторский стейтмент, намек на то, что что-то остается за кадром не видно. Они показывают только то, что отличается. И на фоне там проецируется видео. So the aesthetic is very clinical. То есть поддерживается вот эта эстетика дома Марджелла, которая немножко такая больничная, минималистичная и чистая. And one wonderful thing they did was there were some dresses which they no longer had, and so they took photographs of them, printed them onto simple shift dresses. I haven't got an image, but it was another interesting strategy. И в архиве дома, допустим, были платья какие-то культовые, но которые не сохранились. И таким образом решили вопрос, что фотографии этих платьев были распечатаны на простых белых муслиновых платьях. So it was another good strategy of engaging with what doesn't survive as well as what does survive. То есть это тоже показывает моду, которая не дожила до наших дней, но ее можно каким-то образом показать таким способом. This is an exhibition about Madame Grey in Paris by Olivier Assayad. Эта выставка посвящена дому Мадам Гре, она проходила в Париже. And rather than doing it in the Fashion Museum, they did it in the Musée Bordel, which is the Sculptures Museum. И она проходила в музей Бордель, это музей, который показывает скульптуру в основном, то есть это тоже был необычный контекст для моды. Which lends itself very well to this subject because they were sculptural fashions. Ну и Мадам Гре, это дом такой известен скульптурным кроем, поэтому, как вы видите, очень хороший симбиоз получился. And one of the greatest criticisms about fashion in museums is that fashion is meant to be worn and to be animated, and once it's in the museum, it can never be worn again. Главный комментарий критический, когда мода показывается в музее, что она статична, она просто стоит на манекене. Но мода — это такое что-то живое, которое должно двигаться вместе с человеком. So Olivier Assayad invited the actress Tilda Swinton to animate the garment, so she's not damaging it. She's holding it on. She's giving it movement. Куратор Оливье Ассайад пригласил кинозвезду Тилду Свинтон сделать перформанс одежды, то есть она как бы такой аниматор или как марионетку держит эту одежду, но она, вы видите, на таком как бы шнуре, то есть она саму одежду не трогает и показывает просто движение, что одежда не статична. And there are all different sorts of exhibitions, and so this was a biography-based exhibition based on the stylist Isabella Blow. Это выставка такая биографическая, посвященная личности стилиста Изабеллы Бло, And it was at Somerset House in London. которая прошла в Somerset House в Лондоне, фантастическая выставка. And she was very famous for wearing unusual hats, and this was curatorially, it was an interesting way of exhibiting the hats. Изабелла, она была известна тем, что она коллекционировала шляпы очень необычные, и она их с опломбом носила. То есть почти на всех фотографиях она в каких-то диких конструкциях на голове. И вот здесь Эми показывает как пример, как красиво сделан дисплей для шляп необычный. And in recent years, there's been an interesting fashion film, not only in fashion, but also in museum contexts. И фэшн-фильм, вообще тема нашего фестиваля, он как жанр стал популярен в контексте музейном тоже. Фэшн-фильмы показывают в музеях очень часто. So in 1914, as part of the Venice Biennale, Alison Maloney, who works with me, commissioned 4 films. Элисон Малони в 2014 году пригласила Эми, ее коллегу, сделать 4 видеоролика о моде. And we're going to show you 2 very short films. One is about this dress that just Мы покажем 2 из них. Первый — это об этом платье. This is just a dress that has no documentation, that is old and stained, and no one knows anything about, and that's what my film's about. Этот фильм срежиссировала Эми, и вот про это платье, о котором неизвестно ничего. Никто его носил, ни откуда оно, то есть про него нет никакой информации. And it's about a garment that was called tea gown that women wore in between wearing corseted clothes all day.
they would put this on because it was loose, and then they put a corseted evening gown on. Это платье ну, можно его перевести как халат, но это какая-то домашняя одежда, то есть женщина приходила вечером домой, снимала корсет, переодевалась вот в это удобное без косточек, как бы таким образом отдыхая, а потом вечером переодевалась в вечерний корсет, то есть фильм посвящен именно вот этому промежутку между корсетами, который символизирует это платье. So in some ways we could regard it as a really old-fashioned garment. То есть как бы старомодная вещь. But we could also consider it as the evolution of modern sportswear because it's the first like comfortable, relaxing clothes for women to wear. Но как бы с исторической точки зрения это может быть первая какая-то такая спортивная вещь, которая не имеет корсета, косточек, которая уже более удобна в носке. It's almost the historical onesie. Это почти как бы первый исторический комбинезон, что-то какая-то пижамка для дома. And so they're short films, and we're engaging with the subject, but we're going to show you Judith's and mine, and if you just say, my film's animated, and I'm looking at fashion just before the war, and Judith's film is much more modernistic. Первый фильм — это фильм Эми, который говорит о моде довоенной, и следующий фильм ее коллеги Джудит, который смотрит, наоборот, в будущее. It's just 2-3 minutes, but it's an evocation of that garment. Let's put the sound on, off. So I worked with an animator to make this. И над этим роликом работал художник-аниматор, то есть фильм анимирован. So it's about the cusp of war, and it's supposed to be sort of unsettling. It's about a moment of incredible change. Это о моменте больших перемен накануне войны. And so it's creating a biography around the garment. И как бы прослеживается биография вот этого предмета, вот этого платья и его хозяйки. Показано таким образом как бы сдвигание границ территориальных государств перед Второй мировой войной.
посвящен манифесту футуристов. This is Judith Park, who I work with. И, собственно, это и есть Джудит, куратор и автор этого фильма. The Manifesto of Anti-Neutral Dress was written by Giacomo Balla in September 1914, when Europe was no longer neutral. There are moments in which revision becomes necessary, such as 1999, on the threshold of the millennium. The manifesto wanted to abolish the elegant, the everyday, and the tasteful, in favour of the aggressive, transient, and volatile. Manifestos can never be neutral. Exhibitions need to resist the allure of neutrality. Manifestos are like blueprints. Fashion is always a potential manifesto. Fashion is always futurist. Dress in museums has traditionally been about the extremely special or the utterly ordinary. Fashion becomes instantly conventional. The new quickly becomes nostalgia. If the attributes of fashion and futurism have a lot in common, do they need to share props? How do you exhibit the hauntings of fashion? Sexuality, childhood, the clothes of the parents, the clothes of the times, the clothes of the past. Who is the mannequin impersonating? Exhibitions remember the movement associated with dress or building the exhibition. The moment fashion is exhibited, it is fixed. Фраза фильма звучала как в тот момент, когда моду показывают в музее, она становится статичной. In the past, if you were a fashion curator, the only jobs were working in museums. И в прошлом профессия куратора моды подразумевала, что ты работаешь в музее. But increasingly, there's more and more jobs, and our students are getting jobs. But one of the major sources of work is top-level fashion companies. Но сейчас профессия имеет гораздо больше применений, и студенты, допустим, курса магистратуры, которые преподают ЭМИ, многие из них работают в топовых домах моды.
So this is the Louis Vuitton archive that Judith designed. Это архив дома Луи Виттон, который Джудит, коллега Эми, выступила куратором In 2015. в 2015 году. And then this is Savage Beauty, which probably got more press than any museum before or since. Ну и это выставка, о которой мы уже говорили, Savage Beauty, ретроспектива работы Александра Маккуина, выставка, которая побила и рекорды по посещаемости, и по освещению. And it was curated by Andrew Bolton at the Met. Куратором выступил Эндрю Болтон, о котором мы тоже уже говорили в музее Метрополитен в Нью-Йорке, о котором будет фильм чуть позднее сегодня. And then it was recreated by Claire Wilcox for the V&A. И эта выставка, то есть она первый раз была показана в музее Мэтт в Нью-Йорке, и Клэр Уилкокс, это куратор музея Виктория Альберта, она в Лондоне, эта выставка приехала в Лондон, и как бы местный куратор, это был куратор V&A. And one of the things that she did was make the cabinet of curiosities much bigger. И вот эта комната, она, наверное, больше всего ее фотографировали, говорили о ней. Это такие шкафчики сокровищ, можно так сказать, или можно перевести как кунсткамера. То есть это комната с пола до потолка, вся в таких шкафчиках, все 4 стены. И в музее Виктория Альберта куратор гораздо больше площади и места посвятил именно вот этой комнате. And cabinets of curiosities are often regarded as the first museums. И вот эти вот шкафчики сокровищ, то есть это любой, я не знаю, даже сервант, это шкафчик, это что-то, которое для дисплея применяется в каких-то коллекциях. То есть можно сказать, что вот эти шкафчики это вообще первый музей. So I'm very interested to see the museum in St. Petersburg. Поэтому завтра мы отправимся в Кунсткамеру, потому что Эми очень горит желанием, и вот эти шкафчики и Кунсткамера это одно из ее страстей. And what's interesting is now that the aesthetic of the cabinet of curiosity is influencing fashion, for instance, the Dover Street markets as well as exhibitions. То есть вот эта вся как бы концепция вот этих шкафчиков, она сейчас и в ритейле, и в многих модных домах это такой устойчивый тренд. Допустим, авангардный магазин Dover Street Market в Лондоне, у него прям целые отделы так вот построены, и в контексте ритейла вещи так продаются. In 2016, Judith exhibited the Volga, which has been touring all around Europe. Это выставка 2016 года о вульгарности в моде, и она проехала с гастролями по разным столицам Европы. Do you have a word for the vulgar in Russian? It's the same vulgar. Because historically, the vulgar meant the everyday, the ordinary. В английском языке вульгарность, это не имеет такой коннотации чего-то негативного, да? Вульгарно это было просто обычно, обыденно. So the meanings changed over time, and so Judith's exhibition looked at the everyday and then various interpretations that are more recent. И то есть вот эта вульгарность в этой выставке прослеживалась от изначального исторического значения, как что-то простое, повседневное, до сегодняшнего значения, как что-то вызывающее. This is our students, and we try and get them to work with us on projects, and so these are the students helping Judith dress the exhibition. Ну, это студенты, которые помогают кураторам одевать манекены, конструировать манекены для разных выставок. This is a recent exhibition I did with Jeffrey Horsley, which explored garments that have been perished or destroyed and how we can exhibit them. Это выставка, которую Эми недавно сделала со своим коллегом, what's his name? Jeffrey Horsley. Джеффри Хорсли, тоже из Лондонского колледжа моды, и она посвящена платьям и вещам, которые perished, которые уже на грани разложения, так скажем, которые почти уже потеряли свой вид. And quite often garments like this would be left in the museum store because they're damaged beyond repair. И чаще всего такие вещи в музейных архивах просто лежат, потому что их не показывают, потому что они настолько But I think they have an incredible poignant beauty, and we can't exhibit them on mannequins, but we can tell different stories with them. Но Эми считает, что в них есть какая-то определенная
красота и печаль, меланхолия, но что их, допустим, нельзя показывать на манекенах, но их стоит как-то показывать, потому что они о какой-то истории рассказывают, о какой-то жизни прожитой. Because if we break a pot or a glass, it smashes instantly. Потому что если мы развиваем какую-то керамическую вазу, она разлетается на кусочки. But fabric disintegrates gradually over the passage of time. Но ткань, она разлагается медленно с течением времени, и все-таки что-то остается. And it's a process we could liken to human fragility. И этот процесс, если смотреть с общечеловеческой точки зрения, то есть это процесс разложения одежды, можно проследить, что это тоже fragility, насколько хрупкая человеческая жизнь тоже, то есть такая параллель проводится. Человеческое тело и жизнь. And so working as a curator in a museum with dress, often you're dealing with people who are really emotional because the hardest thing to give away when someone you love dies is their clothes. И как музейный куратор моды часто приходится, такие как бы эмоциональные ситуации происходят, потому что когда люди отдают музею какую-то одежду, часто одежда, которая связана с каким-то дорогим человеком, которого уже нет, и это связано с какими-то сентиментальными переживаниями, это трудно с ней расстаться, допустим. And people weep. И часто люди плачут. Sometimes in the 1990s it was terrible because it was lots of people giving their partners clothes who died of AIDS, so it was very young people. Например, в 90-х годах, когда она работала в музее Виктории Альберта, много молодые люди умирали от СПИДа, и часто именно вот эта одежда, которую приносили в музей, это были какие-то такие трагичные истории. And sometimes it might be someone crying because they've given you their 1960s boutique dress and they feel they're giving you their youth. Или, например, кто-то приносит платье 60-х годов дизайнерское, и они плачут, потому что таким образом, как будто они свою молодость уже дают какие-то другие руки, и у них ее больше нет. Because almost unlike any other media, our clothes, we don't alter the shape of our furniture, but our clothes shape to echo the shape of our bodies. They have stains which are evidence of life lived, and they smell of us. В отличие от других предметов в быту, например, мебель, мы ее своим телом никак не меняем, она остается такая, как она есть. А одежда — это то, что как бы, человек своим телом меняет, и, в принципе, она потом свидетельствует о какой-то его образе жизни, прожитой жизни. То есть она становится именно его вещью. So this exhibition, the subject was clothes that had been damaged. То есть тема этой выставки — это именно вещи, которые в какой-то степени повреждены. But rather than just focusing on the story of the clothes, но вместо того, чтобы смотреть как бы на историю самих предметов, самой одежды, we said that each exhibition comprises 4 different elements. Каждый экспонат из 4 элементов состоял. The garments, сама вещь, предмет. The text, текст, the installation, the casing, сама инсталляция, экспонирование, and the body. И тело. And so the exhibition looked at the garments that were damaged, and we expect historical dress to be damaged, but quite often modern dress is damaged as well. Допустим, старые антикварные вещи мы ожидаем, да, что они будут несколько в поношенном виде, но также на выставке были представлены и современные вещи современных дизайнеров, которые тоже были повреждены. So this is the insides of a Stone Island jacket. Но вот это, допустим, подкладка куртки Stone Island английской фирмы. So it's the latest technology, and it's shredded vertically, just like the Edwardian dress. То есть это технологичная куртка, подкладка куртки, но она таким же образом как бы порвана в клочья, так же, как и платье эдвардианской эпохи. And as curators, you could tell lots and lots of different stories, but you tend to focus upon one. Будучи куратором, приходится выбирать, есть много всяких линий, историй, которые можно показать, рассказать, но всегда какая-то есть основная, на которой фокусируется сама выставка. So we showed all our different research and all the different stories we could have told. Но здесь они поступили немножко по-другому, они показали весь спектр своих исследований и как бы все истории, которые были связаны с каждым предметом, то есть они
показали как бы всю бэкстейдж этой работы куратора. And we also wanted to challenge people's expectations. And when you walk into an exhibition, the first thing you always see is a text panel. И тут они немножко похулиганили, потому что когда мы приходим в музей, первое, что мы ожидаем увидеть, это какой-то текст, экспликацию, объясняющий нам, что мы сейчас увидим. И вот что они сделали. And we're not saying you don't need one, but we wanted to challenge the expectation that you get one. Ну, то есть они не стали говорить, что типа эта экспликация не нужна, но они хотели немножко похулиганить именно с тем, что люди ожидают увидеть текст, и сделали вот такое панно. So it's in lorem ipsum, the Latin type that graphic designers use. Ну, то есть это вот на Ливерда, который использует графические дизайнеры для заполняя рыбу какого-то документа. То есть это ничего не означающий текст, и на нем открытки. In the standard, you tend to get 150 words on a panel in 3 paragraphs, and that's the form that takes. Ну, и они сделали стандартно, как любая музейная экспликация, 3 абзаца. And then overlaid, we made postcards that people could take. И такой стенд, где открытки, которые люди могли брать с собой из выставки. But the postcards weren't only about the garments, they were also about the display cases, about the choice of narrative, and the way we engaged with the body. Но необычность этих открыток в том, что они не были посвящены каждой какому-то предмету одежды, они также рассказывали и о такой вещи, как, например, вот этот сундук, то есть, как сказать, оформление выставки. And so, with this dress, in a very simple way, I just wanted to convey what I felt about its beauty, so I used lines from a T.S. Eliot poem. С этим платьем она... То есть это платье в прозрачном кейсе, и на нем написано несколько строк из стихотворения T.S. Eliot. Don't translate it. This is a prototype Alexander McQueen garment. Это прототип, то есть как бы первый набросок пиджака работы Александра Маккуина. So it's made in the leather, but Из кожи. It's got tiny paper motifs on where the embroidery is going to go, and they're all falling off. Но на него приклеены бумажные распечатки, которые потом должны были расшиваться вышивкой, и они все как бы отваливаются. То есть это такой в процессе. And so we engaged with the body here by looking at the proportions of a fashion illustration and using the tape that they use for couture clothing. И здесь вот эти линии, которые вы видите, они показывают пропорции, как иллюстратор моды обычно пропорции тела размечает. И здесь просто пиджак, и вот эти линии, они сделаны кутюрной... Couture tape? Yeah. Yeah. And then we were given a pair of burnt gloves from the 1830s. Это пара перчаток из 1830-х годов, которые полусгоревшие. Well, we didn't know they were from the 1830s, but they were burnt. We don't know why. Но причина, почему, что с ним случилось, никто не знает, что за история. But they were frozen in an incredible gesture like this. Но они как бы застыли в какой-то такой непонятном жесте интересном. So you could argue that these gloves are much more intriguing than a perfect pair. И с точки зрения куратора, вот эти перчатки, у которых есть какая-то история, почему они так застыли, почему они обгорели, у них есть какая-то более интересная история, чем если бы они были идеально белые и сохранившиеся. And the first thing Jeff said when he saw these gloves, was that it made him think about all the films and all the novels where awkward women are burned to death. И первая мысль, которая пришла к кураторам при взгляде на эти перчатки, это все фильмы и литература, где женщины сжигались из-за каких-то преступлений. То есть вот это навело такие ассоциации. And then we started researching the history of when women really were burnt to death. И они стали исследовать вообще реальные случаи, когда сжигали ведьм или сжигали женщин за какие-то преступления, и эти реальные случаи легли в основу вот этой экспозиции. So you can't really see it, but the base of this case is meant to look like an 1830s gravestone. Как бы основа этого ящика, она выглядит как 1830 года надгробие. And
engraved into the base are the names of women who were killed for witchcraft and for treason. И гравировка на этом камне, или то, что должно быть похоже на камень, это имена женщин, которых сожгли за то, что их обвинили в том, что они ведьмы, или за предательство короны. And then we found out the measurement of an average woman in 1830. И они, также кураторы, нашли статистику по какая была средняя высота роста женщины в то время. And then we laid her hands in the exact position that her hands would be. И вот эти перчатки, они лежат именно в той позиции, где были бы руки женщины того времени, если она как бы лежала в этом пространстве. So it's another way of engaging with the body, and it's a different way to exhibit gloves. Ну, то есть, как бы тут постоянно есть отсылки к телу, к телесности, но также это такой сложный способ показать просто пару перчаток, на самом деле. And this is a dancer's costume that's marked with sweat and makeup. Это одежда танцора, которая испачкана следами пота и макияжа, грима. And so we made a three-dimensional scan of a dancer's body. И они сделали трехмерное сканирование тела танцора. Compressed it. Compressed. И таким образом они сделали такую, как сказать, And rather than doing it in relief, we did it in the negative. Ну, то есть это не выпуклое изображение, а такой силуэт, который... And then so we overlaid the garment where it would be, so you could see the dancer's body. And then there was the beat of the metronome. И таким образом мы видим и тело танцора, да, и вот этот костюм, он как будто надет на него, потому что сверху просто показывает. И есть еще звуковая часть, это метроном, который отбивает такт. To show that the garment had been, the wear is based by repetition, the repetition of a dancer practicing. Ну, который отсылает к тому, что танцор практикует, танцует, и вот этот метроном, он отсчитывает шаги, движения. And what I forgot to say with the glove was that we also have got tissue underneath the case with the smell of burning. А здесь еще была мультисенсорная штука в том, что у них запах горящий, там была салфетка, которая была пропитана запахом горения. And then these are just, there's 2 or 3 photographs from the Comme des Garçons exhibition that I've just seen at the Met. Это кадры из выставки Comme des Garçons, которая сейчас проходит в музее Метрополитена, который будет фильм сегодня, позже, я уже говорила. And then next week I'm going home to install an exhibition about the artist who was born Hannah Gluckstein but insists on being called Gluck. И вот во вторник Эмма возвращается домой в Брайтон, где начинает монтировать свою новую выставку о художнице, которая называла себя Gluck. And it was an artist that no one had really heard of 3 years ago. 3 года назад о ней особо никто не слышал. Although she was really famous in the 20s and 30s. Но в 20-30-х годах прошлого века она была очень знаменита. But we were very lucky because this image was chosen as the poster image of the Queer British Art exhibition. Вот ее портрет Queer British Art. Ее портрет, он стал заглавной картинкой выставки, посвященной художникам ЛГБТ-комьюнити. And there's just been a documentary made. И также выпустили документальный фильм об этом, о ней. And so this is a photograph of Gluck. It's very highly constructed. Это ее реальная фотография, одна из самых знаменитых. By Howard Costa, who described himself as the photographer of men. Фотограф Хауард Костен, он фотографировал мужчин. So in adult life, Gluck dressed like a man, and Gluck's gesture and demeanor and grooming were like a man. Мы уже говорили о том, что это женщина, которая первая как бы популяризировала и стала носить мужской костюм, и у нее была стрижка в мужском стиле и даже манеры. In the 1980s, Gluck was situated in the context of lesbian history. In the 1980s,
Gluck was situated in the context of lesbian history. И в 1980-х годах 20 века о художнице Глак вспомнили в контексте истории комьюнити ЛГБТ. And today, the transgender community are seeing Gluck as part of their history. И вот эта комьюнити Глак — это такая одна из их икон, что ли, стиля и становления вообще вот этого движения. So the exhibition is a biography-based exhibition. Ну, то есть это выставка, которая смотрит на биографию художницы, рассказывает. It's going to show Gluck paintings. И покажет картины. It's showing all sorts of things from her family archive, photographs and letters and documents. Фотографии, письма, документы из личного семейного архива. And it's showing objects that she donated to Brighton Museum 3 years before she died. И также какие-то предметы, которые она сама подарила музею в Брайтоне за 3 года до собственной смерти. And incredibly, we've got the smock that she's photographed here wearing in 1926. И вот эта рубашка, в которой она на этой фотографии на обложке этой книги, также представлена в выставке именно на манекене. And this is a self-portrait by Gluck of Gluck and her lover Nesta. И это автопортрет Глак и ее партнерши From 1936. с 1936 года. And it's probably one of the most famous images of LGBTQ. И это культовая картина, культовый имидж ЛГБТ-комьюнити, который как бы много где используется, вы, наверное, его видели. And these are just photographs of Gluck from her archive. Gluck's born into a very wealthy conventional family. Она выросла в очень богатой семье, традиционной семье. And then in adult life, Gluck becomes a well-known artist and wears menswear. И здесь она уже во взрослом возрасте, известная художница, и одета полностью в мужской костюм. And the style of menswear she wears is the sort of clothes that men would wear in the country, in the UK, but she wears them in the centre of London. И здесь у нее мужской костюм, но такой костюм, который мужчина бы надел где-то в поместье за городом, а она носит его в городе, в центре Лондона. But because Gluck constructed an identity so carefully, но она очень... Gluck constructed this identity very, very carefully. Но она как бы до мельчайших подробностей стилистических вот этот образ выдерживала. And before she died, she gave clothes to the museum. И перед своей смертью, как мы уже говорили, она свой гардероб подарила музею в Брайтоне. And people would expect that she gave the clothes like this. Ну и многие считают, что, наверное, она дала какой-то мужской гардероб. And like this, the workwear. Или вот такой как бы рабочий робот. But this is what we found. Но на самом деле вот это то, что она подарила музею, платье. And rather than preserve her own clothes, Gluck preserved the dresses of the women she loved. И она... История этого в том, что она не сохранила свою одежду, свою личную одежду, она сохранила платье тех женщин, которых она любила. So people are going to have a surprise when they come to the exhibition. Ну, то есть люди, приходя на выставку Глак, будут, наверное, немножко удивлены, что там все-таки женская одежда, а не мужская, которую она носила и стала известной. One of the very few items we have which is associated with menswear is this collar box. Это один из предметов, который исторически связан с мужской одеждой, с мужской модой. Это такая круглая кожаная коробочка, в которой хранятся съемные воротнички мужские. Now, for contemporary audiences, for young people, looking at an artist dressed like this doesn't look very radical today. Но сейчас для нас это не очень радикально выглядит, что женщина одета в мужскую рабочую одежду. But in the 1920s, it's completely radical. Но в 20-х годах прошлого века это довольно вызывающе. So how do you convey that in a museum? Ну, а как это показать в музее, в контексте музея? So our strategy is to show what Gluck discarded. We don't have examples of her menswear. И так как, к сожалению, в архивах не сохранилась именно та мужская одежда, которую она надевала, таким образом кураторы решили показать ту одежду женскую, вычурную, какую-то красивую, от которой она отказалась. So we have in Brighton Museum very, very beautiful garments. So we've laid out a really stunning 1920s bead. What we're going to lay out a stunning 1920s beaded evening dress, which is the sort of dress that a woman of Gluck's social class would have been expected to wear.
То есть это набросок, выставка еще даже не собрана, но одно из центральных экспонатов это будет вот это платье 1920-х годов, полностью вышитое бисером. Это такое платье, которое женщина уровня социального статуса как лак носила, но здесь оно как пример того, от чего она отказалась. And then we're just going to hover the colour box over it to show what she discarded. And that's the one single masculine garment we've got. То есть, с одной стороны, платье, от которого она отказывается, и вот эта коробка с воротничками мужских костюмов, которые она выбирает. And so I just wanted to conclude by saying that when you exhibit spectacular fashion, should I keep going? И мы, наверное, хотели бы закончить выступление тем, что когда какая-то высокая мода или очень интересная мода показывается в музее, it has a certain appeal. Это довольно всегда популярно, и люди хотят это видеть. But I think for me as a curator, what excites me much more is trying to tell stories about garments that are less obviously spectacular. Но как куратор, то, что она в своей работе пытается сделать, это рассказать истории о тех вещах, которые, может быть, не такие вычурные, громкие, и на них не сразу обращают внимание. Thank you. Спасибо большое. Если у кого есть вопросы. Если есть вопросы, я могу передать микрофон и перевести.